Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня издание Insider опубликовало очень крутые документы генерала службы внешней разведки Владимира Чернова Российской Федерации о том, как начиная с сентября активно идет подготовка под взятие под полный контроль всей Республики Беларусь. Каким способом и какие задействованы ресурсы. Это очень крутой слив, который я бы хотел с вами обсудить. Друзья, это очень интересные документы. Ведь когда 14 сентября уже события были все в самом разгаре, и Путин встретился с диктатором Лукашенко, и там они договорились о конституционной реформе, сейчас же Лукашенко с нее съезжает. Я вот даже думаю, что, может быть, эти документы слили из спецслужбы Беларуси. Показать, как Кремль хочет сожрать всю республику. Потому что тот план, что я вам сейчас основные выдержки зачитаю, он мне очень сильно пересекается, как это все делается сейчас в родной Украине. Ведь тут мы дойдем с вами там создание медиахолдингов, контроль партий, количество ячеек, какое финансирование, мозговые центры. Очень интересные документы. Это практически реализовано на Украине, потому что Медведчук уже скупил 3 телеканала, контролирует 50% эфирного времени и заливает в уши всю пропаганду Российской Федерации. Здесь даже будет интересный у них приписка, что через Telegram создание 30 каналов и 50 каналов в Ютубе мы еще должны делать свое телевидение, потому что аудиторию 50 плюс мы этим не охватим. Но мы должны сделать партию анархистов, партию коммунистов, партию бизнесменов, партию закрыть все дыры. Чтобы куда ни сунься, везде торчат уши России. И кого ты не выберешь, везде уши России. Ну давайте подойдем к этому подробно. Я, с вашего позволения, зачитаю некоторые вещи. Они стоят тому, чтобы мы с вами этому уделили время. Друзья, порезал я видео. Первое у меня получилось 40 минут. Я вам пытался прочитать документы и разобрать. Второе получилось уже 20 минут. Я вам зачитывал выдержки. Но я понимаю, что читать выдержки, даже выдержки, это становится очень нудно и очень тяжело к просмотру. Поэтому, как я люблю, простыми человеческим языком, что же опубликовали. Значит, существует опубликованных 3 документа. Один в сентябре, где этот генерал говорит, что, как надо сделать, чтобы взять под контроль полностью всю политическую систему в стране. То есть там задача, говорим, душим Лукашенко, делаем реформу конституционную. Второе, берем всю политику под себя. Из того, что там самое интересное, это что они берутся под себя полностью делать и обучать 1200 кандидатов для дальнейшего участия в парламентских выборах. Вы представляете, какой поток, если учесть, что один будет коммунист, другой будет анархист, третий будет за бизнес, четвертый будет за Америку, а в итоге это все будут пророссийские. Потом они создают огромную инфраструктуру. Отдельный там раздел идет полностью контроля всего медиа. То есть не так, как они это делали через ОРТ, там, РТР, а создавать и получить регистрацию, дожать Лукашенко и иметь официальную регистрацию СМИ в Республике Беларусь. Там мне понравилось, что, ну, кроме YouTube каналов и Телеграма, они делают телевидение, состоящее
из 4 блоков. Притом они сравнивают даже некоторые вещи с белорусскими. То есть первый телеканал, там Беларусь Дейли, он будет аналог Тутбай, так и написано. Второй будет называться Дом доллара. Это будет аналог РБК, а-ля финансовые вещи показывать и влиять на предпринимателей. Третий будет называться Диванбай. Это там так четко написано: аналог Компромат.ру со сливом нужной информации для полного контроля правящей элиты. И четвертый создается прямо по городам. Написано аналог Life News. Будет там называться он Вуха. Вуха Брест, Вуха Витебск, и так перечислено 7 городов. Второе письмо уже в октябре. Он уже делает доклад. В этом докладе он рассказывает, что протесты не утихнут, надо форсироваться. Пока еще люди, которые ходят с красно-белыми флагами против Лукашенко, но сильно за то, чтобы Беларусь объединилась с Россией, пока они нас очень любят, надо душить Лукашенко и делать все, чтобы он побыстрее соглашался на эту конституционную реформу. Помните, у нас серия была, где Лавров приезжал и говорил: а-та-та, где обещания Сочи? Вот здесь этот генерал докладывает. Еще мне понравилось, что они предлагают для союзного государства сделать столицей либо пару городов Витебск, Смоленск, либо объявить столицей союзного государства Витебск, так как Минск, Москва перегружены админтом структурами, и так будет легче простых белорусов затянуть, что вот столица нашего государства на территории Республики Беларусь. Ну, там описывают так, что вы, белорусы, короче, вы не люди. Там расписано, как что манипулируется. Дальше там у него идет письмо, где он там руководители определенных предприятий. Я просто думаю, что завтра вы все это в телеграммах увидите. Я их читал, потом не буду. Ну, Фермленд, там кто уже условно завербован и работает очень продуктивно. И третий документ, которому неделя, они обсуждают внутри о создании своей конкретной партии. То есть они должны, спецслужбы, зайти во все абсолютно партии, над чем сейчас работают, чтобы ни одна партия вообще без присутствия России не участвовала, а может топить все, что хочет. Хотите в Европу, мы за Европу, но внутри России. Хотите за Америку, за Америку. Хотите зеленый лес, партия зеленого леса. Хотите слава коммунизму, все, слава коммунизму. Но везде в управлении находятся спецслужбы России. А свою, которую они считают родной, а-ля Единая Россия, только в Республике Беларусь, будет называться «Право народа». Практически как в России. У народа все права. Там они четко в программе описывают, что они против Лукашенко. Они будут рассказывать, что Лукашенко плохой. Спецслужбам поручено, чтобы ни один человечек в эту партию, который лоялен к Лукашенко, не попал. Что должны обеспечить полностью фильтрацию всех. И они, так как а-ля за реформы против Лукашенко, будут топить за то, что надо сделать срочную за год приватизацию всей Республики Беларусь. Кредитов навыдавали, можно забирать за долги, а что нет, денег много, все надо забрать, и так будет круче интеграция. И там описано огромными лозунгами, как к себе притягивать людей. Это надо заявлять и отдельно рекламировать: демонтаж цензуры и уважение свободы и достоинства личности. Странно, конечно, это слышать
от России, где все это уничтожено. Но я вам что хочу сказать, друзья. Лукашенко снесут. Вопрос быстрый. Эти публикации не просто так. И над ними серьезно и работают серьезные спецслужбы. Нам тут с вами надо будет быть очень внимательными в самом сложном процессе, когда нам все будут рассказывать, какой Лукашенко плохой, как надо строить классное государство, как надо строить рыночные реформы, и не попасться на то, что как в России есть а-ля оппозиция, но она полностью под диктатором, а дальше никого не пускают. И вот как найти этих червяков, вот если бы были спецслужбы Беларуси, не завербованные Россией, а настоящие, они бы эту службу делали и вычисляли. Строили бы независимую страну и от Европы, и от России, а просто страну для людей. А сейчас вам предстоит через месяца 3-4 очень тяжелая ситуация разобраться, где торчат уши, где не торчат уши. Но в любом случае, документ на пользу. Я думаю, что если это не слило его Беларусь, то батька сейчас очень сильно потеют у него, ой, батька, простите, диктатор Лукашенко, у него потеют ладошки. Если это он слил, то Россия ему кирдык устроит еще быстрее. Он все равно один против всех. А друзьям из Казахстана хочу передать. Я сегодня связался с вашими YouTube-каналами, которые вы мне сбрасывали. Ваша мафия тоже очень сильная. И у нас скоро будет прямой эфир с Казахстаном. Хороших людей больше. Слава Украине, живе Беларусь. Алга Казахстан. Олга Узбекистан. Вива Испания. Всем пока.